Всем привет! С вами снова Алексей Соболев. Сегодня я расскажу про основные моменты в прыжках, начиная с 720 градусов. Выбор трамплина. Для трюков больше 540 трамплин с пролетом до 4 метров уже не подойдет, потому что не хватит пролета, чтобы комфортно докрутить трюк. Ты можешь совершить много ошибок, если попытаешься сильно закрутиться более чем на 540 градусов. Не будет хорошего контроля в воздухе, потому что градусов много, а пролета мало. Все будет происходить очень быстро, и у тебя просто не будет времени прочувствовать трюк. Поэтому желательно для трюков на 720 градусов и более выбрать трамплин с пролетом от 5 метров минимум. Геометрия трамплинов. Что может быть неправильного в трамплине? Первое. Нет транзита. Транзит — это плоская часть перед кикером, которая позволяет комфортно распределить вес над бордом и подготовиться к вылету. Если нет транзита, это значит, что не будет места для стабилизации перед кикером. Транзит нужен, чтобы просто не вылететь ногами вперед из-за перепада градусов на разгонке и на вылете с кикера. Второе. Слишком плоский или слишком радиусный трамплин. Ты, конечно же, не будешь ходить с прибором и замерять радиус трамплина, но с опытом начнешь понимать, о чем речь. Плоский трамплин не будет кидать тебя вверх и давать амплитуды, а радиусный трамплин, наоборот, будет подбивать ноги на вылете и кидать сильно вверх. А вот пример оптимального радиуса для такого пролета и угла приземления. Третье. Короткий трамплин для большого пролета. Например, трамплин 2 метра, а пролет 8 метров. Чтобы долететь до приземления, нужно будет много скорости. Но когда берешь много скорости на короткий трамплин, у тебя может подбить ноги из-за резкого перепада градусов, и ты полетишь ногами вперед. Четвертое. Короткое приземление. Тут, понятное дело, не будет возможности улететь далеко, иначе приземлишься на плоскость. Пятое. Плоское приземление. Это можно понять даже по звукам, когда стоишь рядом с трамплином и слышишь громкие хлопки, когда кто-то приземляется рядом. Такая призема ведет к большой нагрузке на колени и спину, то есть прыгать на таком кикере вообще некомфортно. Также плоское приземление менее безопасное при падениях. Вот пример нормального приземления по градусам для такого трамплина. Два самых распространенных варианта трамплина. Первый вариант – классический бигейр, когда приземление находится на одном уровне с основанием трамплина. Не самый безопасный вариант трамплина. Минус такой геометрии в том, что приходится долго лететь вниз, а значит и скорость набирается, пока ты летишь вниз, что естественно травмоопаснее при ударе, если упадешь, особенно если ты не долетишь. Второй вариант – роллер. Вылет кикера может находиться практически на одном уровне с приземлением. Этот вариант безопаснее, чем бигейр. Во-первых, потому что на нем нет такой длинной падающей части в полете. А во-вторых, не так страшно не долететь и приземлиться на перегиб. Как подбирать скорость на трамплине? Надо ехать на трамплин без поворотов и притормаживаний, если нет ветра и осадков, которые постоянно меняются и влияют на скорость. Нам необходимо ехать прямо, чтобы каждый раз у нас была одна и та же скорость. Дело в том, что в нашей голове не такая большая операционная память. Если мы будем думать еще каждый раз о том, хватает ли нам скорости или нет, то не сможем сфокусироваться на других не менее важных моментах в трюке. Разберем на примере. Человек поехал с одного места, притормаживал, делал повороты и потом в итоге немного не долетел. Что делать ему потом, чтобы долететь? Вероятнее всего, ему надо не так сильно притормаживать, но насколько именно? Если ты на разгонке делаешь повороты и притормаживаешь, то каждый раз у тебя будет разная скорость, так как объективно нельзя постоянно притормаживать одинаково. В таком подходе нет определенности, и поэтому мы все равно будем думать о скорости перед трюком. Нам нужно выбирать место старта и ехать прямо, без притормаживаний. Сюда не относится первый прыжок, когда ты пристреливаешься. Если ты не долетел, то можешь подняться выше на полметра, и у тебя будет больше скорости.
Так нужно припрыгиваться, когда ты четко не подберешь место, откуда тебе нужно стартовать прямо. Таким образом, ты не будешь думать о том, хватит скорости или нет. Ты просто будешь сфокусирован на трюке. Улучшаем технику вместо наращивания скорости. Если ты с одного места делаешь прямой прыжок и хорошо улетаешь, то с этого же места можешь сделать 360 и также хорошо улететь. Если у тебя этого не получается, значит, вероятнее всего, ты допускаешь какую-то ошибку на вылете. Что делать, если ты попал в такую ситуацию? Первый вариант – взять больше скорости, и второй вариант – улучшить технику прыжка. Первый вариант добавит дальности полета, но увеличив скорость, у многих появляется страх, который ухудшает фокус, и из-за этого совершается еще больше ошибок, и не исправляются старые. А также с точки зрения физики, чем больше у тебя скорости, тем серьезнее может быть травма, если ты приземлишься неправильно. Просто сравни, что будет с машинами, если они столкнутся на скорости 60 км в час. Или на скорости 20 км в час. Рассмотрим второй вариант, когда мы улучшаем технику прыжка. Чаще всего в такой ситуации недолеты связаны с тем, что люди срезают на вылете с трамплина и дальность полета уменьшается. Или же просто перестают толкаться с кикера и теряют амплитуду. Если улучшить технику прыжка, то амплитуда станет выше, контроля больше, из-за того, что нет такого страха от избыточной скорости. И за счет этого ты сможешь долететь. Такой подход безопаснее, чем увеличивать скорость, допуская ошибки в технике. Конечно, это правило действует не во всех случаях. Где-то реально нужно взять больше скорости. Но по своему опыту скажу, что людям больше не хватает техники, чем скорости, чтобы сделать лучший трюк и долететь. На трюках, начиная с 720 градусов, срезы на кикере неизбежны, особенно во фронтсайд и кэп. В этом нет ничего критичного, если срез небольшой. На трюках в бэксайд и свитч-бэксайд не срезать на вылете проще. Дуга перед трюком с вращением. Обычно на всех трюках перекантовка делается либо перед началом трамплина, либо в начале трамплина. Какой длины нужна дуга и какого радиуса? Радиус и длина дуги до перекантовки и после должны быть примерно равны. То есть дуга на заднем канте должна повторять дугу на переднем канте. Если дугу на заднем канте перевернуть, то получится парабола, где левая и правая части одинаковые. Если мы сделаем резкую и короткую дугу до перекантовки, то нам потом будет очень сложно выровнять себя после перекантовки и начать делать длинную дугу, чтобы доехать до конца трамплина, так как мы по инерции начнем повторять дугу до перекантовки. Если допускаете ошибки и не получается плавной дуги, то советую меньше давить на канты при подъезде, и в таком случае будет проще держать плавный радиус, так как чем сильнее мы давим на кант, тем резче будет радиус дуги. Про закрутку. Выделил несколько основных моментов при закрутке. Первое. Закрутка должна быть за счет рук, головы, плеч и торса. Частая ошибка, которую я вижу, когда люди закручиваются только руками, головой и плечами и не передают инерцию закрутки всему торсу. Из-за этого не могут докрутить трюки или движения в воздухе получаются рывками. Второе. Частая ошибка, когда закрутка идет только одной рукой на вылете. Это, конечно же, снижает инерцию. Чаще всего забывают подключать заднюю руку и работают только передней. Соответственно, меньше инерции передается торсу после такого и ведет к недокрутам. Третье. Ошибка. Соединение рук в процессе закрутки или в полете. Когда задней рукой ты закручиваешься больше, чем нужно, или просто не закручиваешься передней. Это, естественно, тормозит вращение. За плечами должна быть как будто палка, которую ты не можешь согнуть. И только при такой закрутке ты получишь максимальную скорость вращения после вылета. Вращение во фронтсайд с переднего и заднего канта. Есть большое отличие в этих двух подходах. На прыжках с заднего канта во фронтсайд, если ты допустил какие-то ошибки на подъезде или вылете, ты можешь с легкостью срезать на трамплине, вылететь, сделать трюк и поехать дальше. Но если ты прыгаешь во фронтсайд с переднего канта, то
то у тебя просто нет возможности срезать на вылете. И единственное, что может получиться, это поймать переднего конта на вылете и упасть. Взаимосвязь фронтсайд и свич бэксайд, бэксайд и кэп. Замечали ли вы, что у многих сноубордистов, если хорошо получаются трюки во фронтсайд, то и в сторону свич бэксайд хорошо получается прыгать. Аналогичное для кэба и бэксайда. Все потому, что любой трюк во фронтсайд больше 180 состоит из вращения во фронтсайд и свич бэксайд. Например, фронтсайд 360 состоит из фронтсайд 180 и свич бэксайд 180. То же самое равносильно и для вращения свич бэксайд. Например, при свич бэксайд 720 ты делаешь свич бэксайд 180, а потом фронтсайд 540. Это можно классифицировать как вращение в одну сторону. Как на фронтсайд, так и на свич бэксайд крутках мы вращаемся в одну сторону. Если ты гуфи, то вправо. Если регуляр, то влево. Также любой трюк в бэксайд больше 180 градусов состоит из трюков бэксайд и кэп. Например, бэксайд 360 это бэксайд 180 и кэп 180. Аналогичное правило действует, если ты делаешь вращение в кэп. Это также вращение в одну сторону. Для гуфи влево, для регуляра вправо. Что это нам дает? Первое. Практически одинаковая работа в верхней части тела при закрутке, так как мы закручиваемся в одну сторону. Мышцы уже закрепили в памяти эти движения. Второе. В полете уже знакомая работа в верхней части тела на опережение вращения. Третье. Ты делаешь грэбы теми же руками, и работа тела точно такая же. Это также помогает в освоении новых трюков. Эту информацию можно использовать, чтобы исправлять ошибки и улучшать трюки на каждом этапе, начиная с 360. Например, тренировать приземление на фронтсайд 360, отрабатывая свич бэксайд 180. И улучшать бэксайд 720, прыгая кэп 540. Тренируем приземление. Приземление на трюках с заключительной фазой бэксайд 180 или свич бэксайд 180 мы можем тренировать с помощью подводящих, более простых трюков. Например, приземление на фронтсайд 360 можно отработать, если прыгать свич бэксайд 180 на плоскости, пока едешь к парку. Для приземления на бэксайд 540 можно отдельно попрыгать бэксайд 180. Для бэксайд Rodeo 540 также можно попрыгать бэксайд 180. Для фронтсайд 720 подойдет свич бэксайд 180 и свич бэксайд 540. Для бэксайд 900 подойдет бэксайд 180 и бэксайд 540. И так далее. Куда смотреть на вылете? Бытует мнение, что на выходе с трамплина надо смотреть на кончик вылета или ждать, пока переднее крепление сноуборда выйдет с трамплина и только потом закручиваться. В большинстве случаев чисто технически советы правильные, чтобы не срезать на вылете. Но трюки более 360 градусов выполняются на такой скорости, что эти советы не имеют никакого смысла, так как ты ничего практически не увидишь. Мало того, если ты будешь пытаться акцентировать внимание на этом, то у тебя будет расфокус внимания. В идеале эти вещи выполняются на автоматизме за счет мышечной памяти, за счет повторения закрутки на месте перед прыжком, правильной дуги на подъезде и закрутки. Если ты все сделал на подъезде правильно и не совершал ошибок, то с большей вероятностью у тебя не возникнет проблем на вылете. Скорость вращения. Я выделяю два варианта по скорости вращения. Первый. Когда на протяжении всего прыжка скорость вращения сохраняется практически одинаковой. Например, такой вариант чаще всего встречается на более простых трюках, как 180 и 360, но и встречается на более сложных. Второй. Когда сначала идет ускорение, а потом замедление вращения. Такой вариант чаще всего можно наблюдать на трюках от 540 и более градусов. Но также этот вариант встречается и на трешках. На сложных трюках, используя этот метод, вращение становится медленнее к концу прыжка,
и поймать приземление становится легче. Это происходит за счет того, что ты даешь чуть больше закрутки на вылете, и в воздухе где-то на середине трюка ты уже не делаешь такой сильной работы телом, чтобы тебя вкручивало. И из-за этого скорость вращения начинает замедляться, а в конце за счет раскрытия ты еще сильнее тормозишь вращение и комфортно приземляешься. Грэбы. В каждом уроке с вращениями из раздела Pro я говорил о том, какой грэб проще делать с каким трюком. Бывает такое, что у райдера закатаны определенные грэбы. В таком случае можно пробовать новые трюки. Сначала с грэбом, который закатан, и сразу попробовать с тем легким грэбом, который я предлагаю для каждого трюка. Например, если ты всегда прыгал фронтсайд и бэксайд с тейлом и начал учить фронтсайд 720, то с большей вероятностью у тебя получится этот трюк сразу с тейлом. Если ты делал постоянно бэксайд 720 с мелоном и заходил в бэксайд дабл, то тебе вероятнее будет проще сделать бэксайд дабл с мелоном, чем с мьютом для первого раза. Ошибки. Ранняя закрутка. Слишком ранняя закрутка в трюках с вращениями. Это ведет к срезам или улетам в бок. Разберем на примере. Слева правильная закрутка, а справа нет. На видео справа отчетливо видно, когда мы открыли плечо слишком рано, и сноуборд уходит за плечом, и мы улетаем в бок. Либо срезаем трамплин в такой ситуации. Та же самая ошибка бывает и на трюках в бэксайд, когда мы закрываем плечо слишком рано. Постепенно можно поправить эту ошибку, если ты возьмешься передней рукой за штаны и не будешь их отпускать максимально возможное время до вылета. Это позволит со временем привыкнуть к ощущениям, когда ты не будешь закручиваться раньше времени. Не делаешь просмотр. Не докручиваешь многие трюки или не делаешь просмотр, так как прижимаешь к себе руки и останавливаешь вращение плечами. Трюки Tail Slide 270 Out и Frontside Blunt 270 Out помогут нам справиться с этой ошибкой. Все заключается в том, что твои плечи и руки должны работать на опережение нижней части тела, чтобы сойти 270 Out. Если будешь их прижимать, то докрутить будет сложно. Тем самым ты сможешь отработать это движение плечами на боксе, и потом у тебя будет мышечная память, чтобы воссоздать это на трамплинах. В трюках 360, 540 и 720 во фронтсайд или бэксайд это одинаковое движение рукой на опережение. Tail Slide 270 Out имеет практически идентичную технику выполнения, как и Frontside 360, то есть подойдет для исправления ошибок во фронтсайд. А Frontside Blunt 270 Out имеет практически идентичную технику выполнения, как и Backside 360, подойдет для исправления ошибок в бэксайд. Перенос веса тела на переднюю ногу. Когда ты переносишь вес тела на переднюю ногу при выходе в бэксайд. На этом примере очень заметна ошибка. Даже тейл при вылете немного поднялся. И далее увидим, что происходит в полете из-за этого. Нет контроля и нет стабильности. На выходе с трамплина наш вес тела должен находиться либо на задней ноге, либо посередине. Исправляем через джибинг. Находим бокс и делаем фронтсайд блант. Как это работает? Если ты перенесешь вес тела на переднюю ногу на выходе с кикера, то воткнешься в бокс или перилу. Поэтому на фронтсайд бланте нужно держать вес тела на задней ноге при подъезде и вылете с кикера. Приземляясь на фигуру, вес тела также находится на задней ноге, а не на передней. А чтобы сделать 270 аут, тебе нужно толкнуться с задней ноги, то есть на протяжении всего трюка держать вес тела на задней ноге, что тоже поможет избавиться от переноса веса тела на переднюю ногу. Неправильная группировка. Вместо того, чтобы подтягивать колени, ты тянешься верхней частью тела к грэбу сразу же после вылета. Правильная техника. Сначала вылетаем, потом подтягиваем колени и только потом хватаем грэб. Сразу же поменялось исполнение трюка и стиль. Как исправить?
Нужно всего лишь попрыгать бэксайд 360 или фронтсайд 360 без грэба и заострить внимание на подтягивании коленей. Именно 360, не 540 или 720. 360 будет вполне достаточно. Как только начнешь делать это уверенно, у тебя постепенно начнет появляться мышечная память, и ты переучишься наклоняться верхней частью тела к грэбу перед тем, как подтянуть колени. Наклоняешься на вылете. При вращениях в бэксайд сгибаешься в пояснице, наклоняешься вперед. Это обычно происходит на корковых вращениях в бэксайд, когда хочется сильнее закрутиться в корк, но это также может происходить и при обычных крутках. Необходимо закручиваться вокруг себя над доской, а не падать вперед, иначе это ведет к срезам и мешает хорошо закрутиться, так как твое движение при закрутке будет похоже на упражнение мельница на физкультуре. Чем ровнее ты будешь закручиваться, тем лучше ты выйдешь с трамплина, тем больше будет амплитуда и контроль трюка в воздухе. Исправить эту ошибку можно на более простых трюках или на трюках в джибинге. Срезаешь. Слишком сильно срезаешь на трюках больше 360 градусов. Исправляем срезы на больших вращениях через джибинг. Желательно найти рейл или бокс в наклон. Если нету, то можно попробовать и на горизонтальных фигурах. Твоя задача напрыгать 270 ин, фронтсайд и бэксайд за счет небольшой скорости и минимального пролета. А также из-за отсутствия больших градусов ты сможешь больше внимания уделить выходу с кикера. Выход с кикера на рейл или бокс и работа верхней части тела должны быть такие же, как и на трамплине. Если мы делаем 270 ин, то у нас не будет возможности срезать на кикере, так как есть большая вероятность, что ты можешь воткнуться в перилу. Нам необходимо выйти прямо с трамплина, и наша верхняя часть тела должна быть уже немного закручена в ту сторону, в которую мы будем прыгать. Таким образом, мы отработаем прямой выход с трамплина и закрутку верхней частью тела. Грэб через ногу. Когда ты делаешь вращение с грэбом через ногу, тебе намного сложнее проводить свободной рукой и плечом вращение на опережение. И соответственно это мешает сделать хороший просмотр, который будет влиять на контроль трюка и на приземление в целом. Можно увидеть очевидные отличия, когда ты делаешь нормальный грэб и какой сразу становится у тебя просмотр. Для начала, если такая ошибка участилась, необходимо попрыгать трюки попроще, без этой ошибки. Еще одно упражнение, которое исправит эту ошибку. Прямо перед прыжком сядь на снег и схвати нормально грэб. И отработай свободной рукой в сторону, куда планируешь крутиться. Это ненадолго выработает мышечную память и поможет тебе не совершить ошибку при предстоящем прыжке. Эта ошибка, естественно, не распространяется на грэбы, которые изначально делаются через ногу, например, джепен.